Приветствую вас, дорогие друзья! Как и всегда, вы на нашем канале Realistic PES. С обновлением до версии 4.3.0 база данных эпических игроков пополнилась новыми-старыми фамилиями. Все те же самые игроки, но скорее всего в новой вариации. И именно об этом в сегодняшнем ролике предлагаю поговорить. Какие карточки нам стоит ожидать в ближайшие месяцы. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Последнее обновление ознаменовало собой и появление бразильской компании, которую мы так долго ждали на протяжении всего февраля. И первый тематический пак, который выпущен в рамках данной кампании, по сути отсылается к прошлогоднему набору, только несколько в иной вариации. Вместо Неймара, как это было в прошлом году, в этом году мы получили эпическую карточку Зика, который получил пикирующего сокола. Однако Ромарио, Зика и Дэнилсон не единственные бразильцы, которые присутствуют в обновленной базе данных. Также из бразильцев добавили новую версию Роберто Карлоса, Кафу, Ривалдо и Бибета. Вполне возможно, что до их появления, их обновленных версий в базе данных есть и еще неиспользуемые бразильские игроки, но можно предположить, что вот кто-то из них, возможно, появится во втором паке, который также будет посвящен Бразилии. В конце концов, бразильская кампания продлится еще несколько недель, и вполне возможно, что за это время мы также увидим бразильских исполнителей. Правда, не до конца понятно, какие именно это будут версии Карлоса, Кафу, Ривалдо и Бибета. Будут ли это все те же самые версии, которые мы наблюдали ранее, просто с двойным бустом, или же какие-то иные версии, вот тут предположить трудно, поскольку как такового взгляда на модельки у нас нет, точно так же, как и сведений об их возрасте. Также мы можем наблюдать среди представленных игроков Уэсли Снейдера, это будет его первое появление в рамках eFootball 2025, после прошлогодних появлений в составе Интера и мадридского Реала. Вот на его модельку мы уже посмотреть можем, и как мы наблюдаем, он здесь представлен уже в такой, знаете, возрастной версии. Скорее всего, период игры за Интер-Галатасарай, но точно не за мадридский Реал. Поэтому есть два варианта. Нас либо ожидает перевыпуск его интеровской карточки, либо выпуск карточки за Галатасарай. Однако предпосылок для того, чтобы утвердительно сказать в пользу первой или второй версии, у нас нет. Поэтому остается только предполагать. Также в лишний раз мы можем посмотреть на Фернандо Торреса, который также появился в базе данных. И вот его фейс конкретно отсылается к модельке времен игры за Атлетико. Этот фейс у него еще присутствует с 20-21 части, его я ни с кем не спутаю, а поэтому с высокой долей вероятности в отношении Торреса нас ожидает перевыпуск его карточки за мадридский Атлетико. Интересная ситуация получается с Луишем Фигу и Франческо Тотти, которые уже появлялись в рамках 25-й части и тем не менее снова фигурируют в базе данных эпических футболистов. А это означает, что как минимум в случае с Фигом мы скорее всего не увидим его в составе мадридского Реала. Возможно, в составе сборной Португалии, может быть даже Интера. Но мадридская версия в 25-й части уже появлялась, точно так же, как и Тотти. Его молодая версия за Рому уже успела появиться в игре, а поэтому, если мы и увидим Франческо в 25-й части, то, скорее всего, как игрока сборной Италии. С Бекхэмом получается такая же ситуация, как и с Фернандо Торресом, поскольку у нас есть возможность взглянуть на его модельку, и, как мы можем заметить, у него имеется хвостик, что отсылается к его игре времен за мадридский Реал, когда он также бегал, ну, знаете, с более-менее такими длинными волосами. И, скорее всего, с высокой долей вероятности это будет перевыпуск его мадридской карточки из прошлой части. Райкард, Гуллит. Так и хочется сказать Ван Бастен, но он, к сожалению, отсутствует. Зато присутствует Руд Ван Нистелрой. Про последнего сказать мне нечего. Но учитывая, что Гуллит и Райкард появлялись как игроки сборной Голландии, то есть вероятность, что эта голландская парочка появится в качестве игроков Интера. В одном из европейских эпических паков, либо эпических паков по итальянской серии А. Ну и закончу этот ролик на Тюраме, который также уже появлялся в eFootball 2025 как игрок сборной Франции, а поэтому вполне возможно, что нас ожидает перевыпуск его прошлогодней карты времен игры за Ювентус. Как-никак он появился в eFootball именно в качестве игрока бело-черных. И учитывая, что его французскую версию мы наблюдали в первой половине eFootball 2025, то скорее всего во второй половине мы увидим его именно как игрока Ювентуса.
Вот такие вот более-менее пространные определения касаемо будущего эпических игроков. К сожалению, информации не так много, как того хотелось бы, потому что сведений о возрасте футболистов у нас не имеется. К сожалению, далеко не на все модельки есть возможность взглянуть, чтобы сделать более-менее однозначный вывод. Но я более чем уверен, что в большинстве случаев это все те же самые модельки, которые уже были в игре, и в большинстве своем это будет перевыпуск прошлогодних карточек. А в случае с некоторыми игроками их второе появление в рамках eFootball 2025. В комментариях пишите, кого хотели бы выловить, или же у вас уже все имеются из представленного списка, этому я бы вообще не удивился. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Я же всех благодарю за просмотр этого ролика и желаю вам всем удачи. Всем пока!